Переходим к следующему, друзья, слайду. Это, наверное, у нас последний слайд, четвертый, Полис, город-муниципалитет. Видим отрисованное, очень интересное географическое расположение, друзья. То есть вот это западная часть острова, а это восток, север, да, то есть северо-западная часть, да, получается. Северо-западная часть тянется туда к Кирении, провинции, которая оккупирована, да, и уникальное месторасположение в каком плане? Совершенно другой ландшафт прибрежной зоны, скалы такие, как в Норвегии, то есть, ну, очень интересно. И могу вам сказать, что вот здесь точно не ступала нога заезжего туриста. Очень-очень редко можно, наверное, увидеть, что данный муниципалитет посещают приехавшие туристы, я имею в виду. Поэтому здесь и стоимость незначительно, невысокая, рынок не развитый, есть как новое, так и старое жилье, но очень мало выставляется для продажи, поэтому я поставил в выборку и новое, и старое жилье. Итак, мы видим, что за месяц снижение минус 0,26%, и средняя стоимость квадратного метра 1893 евро за квадратный метр. То же самое можете посмотреть вот внизу здесь. Здесь, во-первых, локации можете посмотреть, где есть в продаже недвижимость. И, в общем-то, ну, здесь все понятно, да? Давайте посмотрим, что произошло за год в данном городе, муниципалитете. Здесь, к сожалению, мы видим динамику снижения стоимости. Февраль 2025 год 1923 евро, и уже февраль 2026 год 1893 евро, что показало нам снижение в годовом измерении минус 1,55%. То есть мы видим, что, друзья, это второй город-муниципалитет, второй, по-моему, да, который нам показывает динамику снижения в целом или третий даже. Сейчас перейдем к обобщенным данным, и я еще раз проговорю. По-моему, три города показали снижение стоимости квадратного метра в течение года. Подытоживающие данные. Здесь мы быстренько пройдемся, то, что произошло за один месяц всего лишь. Обобщенные данные по целой провинции Пафос. Видим, что новое жилье 2430 евро, стоимость квадратного метра, это среднее арифметическое число. Как оно считается, вы знаете. То есть прибавляем сумма Пафос, Гироски, Пупея, делим на 3 и получаем среднее арифметическое число. Так вот, за месяц здесь рост плюс 0,36%. А старое жилье, друзья, подешевело за месяц. Ну, во-первых, мы видим 2172 евро, среднее арифметическое число по провинции, и снижение за месяц минус 0,07%.